Я не понимаю, почему так все затянуто, почему так все странно. Некоторые игрушки являются намного большим, чем может показаться на первый взгляд. Перед вами фигурки из серии LEGO Bionicle. 6 героев, которые не только защитили остров Мата-Нуи от злобного Макуты, но и спасли саму компанию LEGO от банкротства. Наблюдая за сегодняшними успехами LEGO, сложно представить, что когда-то компания была на краю гибели, однако это факт. И виной всему было консерваторское отношение к своей продукции и неохота прогибаться под тренды. К роботам мы еще вернемся, но для начала, я считаю, нужно немного исторической справки, чтобы вы были в контексте. Постараюсь не слишком скучно, честное слово. И вообще, если в детстве вы застали серию Bionicle, советую вам сейчас отключиться от всего на полчасика и погрузиться с головой в этот ролик, на одном дыхании посмотрев его до самого конца. Поверьте, вы не пожалеете. Конструктор LEGO. Ну а сейчас приступим к самому приятному моменту. Вы все получите призы и подарки! LEGO — это бесконечное удовольствие. 50 тысяч конструкторов LEGO ждут вас в волшебных сундучках. И вот это тоже конструктор, как я его себе не понимаю. Кирпичики LEGO впервые появились в 1949 году. Причем сама компания существовала на тот момент уже не первый десяток лет. До пластикового конструктора компания производила на свет деревянные игрушки, и если бы не ужасный пожар, уничтоживший добрую половину фабрики, то никаких экспериментов с пластиком могло бы и не быть. Как говорится, хочешь жить, умей вертеться, и именно трудности, с которыми столкнулась LEGO, побудили компанию заказать аппарат для литья пластмассовых деталей, а не пытаться плыть дальше на пожароопасной древесине. Время шло, конструктор LEGO развивался и постепенно завоевывал мир. Это был настоящий Дисней от мира игрушек. LEGO даже начала открывать собственные парки развлечений, настолько все было хорошо. К 1990 году LEGO вошла в список топ-10 всемирных производителей игрушек, но одновременно с этим стала сталкиваться с новыми проблемами. У LEGO к тому моменту начали истекать сроки действия патентов на фирменную систему конструктора. Если говорить простыми словами, это значило, что теперь LEGO-подобный конструктор мог выпускать абсолютно кто угодно, и с точки зрения закона это бы не считалось контрафактом или плагиатом. Так что вполне закономерно началась настоящая атака клонов, более дешевых и доступных наборов от резко появившихся конкурентов. В свое время, пока Супер Марио еще не успел родиться, даже Nintendo успела оторвать кусочек от леговского пирога, выпуская совместимый конструктор. Большой проблемой также стало то, что с появлением всяческих трансформеров и хименов наборы LEGO стали детям менее интересны, да и стоили они всегда капец как дорого. Так сложилось, что любая популярная серия игрушек стала просто обязана иметь за собой некий сеттинг, историю, узнаваемых персонажей. Огромная часть всемирно известных мультсериалов создавалась по сути всего лишь в качестве рекламы пластиковых фигурок. Там был заранее готовый сюжет и персонажи, в то время как для игры в LEGO приходилось чуть сильнее включать воображение. У LEGO была, например, космическая тема, но это были просто космонавты, просто звездолеты и просто пришельцы. Звездные войны будоражили умы детей намного активнее. Корабль LEGO начинал потихоньку идти ко дну и терять прибыль. Можно сказать, что это был очередной пожар, только в этот раз горели не игрушки из дерева. Прогорали идеи одеревенелых старичков-консерваторов. В LEGO-Сити пожар! Всем приготовиться к спасательной миссии! Компании требовались смелые инновации, поэтому оттуда поувольняли старую гвардию, наняли горстку молодых ребят и в попытках выжить начали люто экспериментировать. Тут-то и начинается движуха. Свежие мозги набрейнштормили концепцию сборных экшен-фигурок, сайботов, для которых была разработана новая шарнирная система крепления. Сами сайботы так и не появились на прилавках и существовали только внутри LEGO для тестирования шарниров, которые, как оказалось, отлично подходят для конструирования подвижных роботов. В итоге эти шарниры стали одной из важнейших инноваций LEGO со времен легендарного кирпичика. Понимая, что современные пацаны без ума от всяких там разноцветных могучих рейнджеров, была разработана разовая серия под названием Слайзер, в которой руки-ноги роботов разных стихий держались как раз на новой системе крепления. Как вы понимаете, мы подбираемся все ближе и ближе к Bionicle. Параллельно со слайзерами в 1999 году, прямо к выходу нового фильма по Звездным войнам, компания LEGO еще и впервые решается выпустить набор на основе сторонней лицензии. Сейчас такая практика давно устоялась, но в 1999 году это было сделано исключительно в рамках эксперимента. И это привело к колоссальному успеху, которого в LEGO совсем не ожидали. Запасы были распроданы в ноль, склады быстро оказались пустыми, а народ требовал еще. В следующем году LEGO снова выпускает наборы Star Wars, в этот раз более крупными тиражами, и сильного ажиотажа уже больше нет.
потому что и фильма нового тоже пока еще нет. За год интерес покупателей к «Звездным войнам» сильно упал, и продажи пошли куда сложнее. Кроме того, львиную часть прибыли с продажи этих наборов Лего были вынуждены выплачивать владельцу лицензии Star Wars Lucasfilm. Так что финансовые дела хоть и стали у Лего получше, но все еще шли не очень. Тем временем к запуску готовится еще одна вариация шарнирных роботов – костяные головы с острова Вуду. Изначально это должна была быть очередная одноразовая серия в духе Robo Riders, которые в 2000 году заменили слайзеров. Но под влиянием успеха наборов Star Wars в Лего решают кардинально переработать проект Вуду Костяшек и расширить его, добавить в него побольше того, что делало «Звездные войны» столь востребованными. Проработанных героев со злодеями и захватывающий сюжет, разделенный на эпизоды. Лего наконец прощупала почву и теперь уже наверняка знала, куда делать следующие шаги. А именно, заниматься собственными франшизами, чтобы не терять деньги на лицензионных отчислениях, но в то же время и по хайповым фильмам наборчики клепать. Как мы видим сегодня, схема оказалась весьма рабочей. Таким образом, в 2001 году и появился Bionicle, буквально на своем горбу постепенно вытащивший всю компанию Лего из жутчайшего кризиса. Рекордные продажи – $160 миллионов за год. Bionicle, find the power, live the legend. Вот они, эти герои-спасители. То, слева направо. Огонь, топор, пинок, крюк, коготь и клинок. Да, на начальных этапах разработки героев звали до боли банально, и хорошо, что на выходе все они именовались иначе. Хотя по факту с этими демо-версиями имен особо и не поспоришь, типа, это ж реально просто огонь. Но с такими простенькими именами Bionicle, может, даже и не выстрелил бы настолько успешно. Однако стоило перевести эти слова на язык коренного населения Новой Зеландии, маори, как все заиграло новыми красками и стало звучать куда загадочнее и круче. Таху, Лева, Похату, Гали, Ануа и Капака. Эти экзотические имена ласкали на мушке еще задолго до появления BTS. Хотя сами представители маори это не особо оценили. Особенно их смутило то, как в Лего решили обозвать бионикловских местных жителей – Тохунга. Не волнуйтесь, это не нецензурное выражение. На языке маори это приблизительно означает «мудрец», и обычно данное слово применяется к глубоко уважаемым старейшинам и жрецам. А тут коротышки какие-то. Маорийцы решили постоять за честь своих дедов и подали на Лего в суд. И выиграли. Так что коротышек переименовали в Моторонов, и с тех пор в Лего язык маори не трогали. Но даже без языка маори, само слово Bionicle звучало офигенно круто и таинственно. Эта линейка игрушек стала чем-то по-настоящему новым и особенным. Детское воображение поражал необычный, стильный, ни на что не похожий дизайн. Конечно, маски Bionicle отдаленно смахивают на шлемы из Star Wars, и мы теперь даже понимаем почему, но суть не в этом. До Биониклов игрушечные роботы Лего в основном выглядели как-то так. Ну или максимум вот так. Герои Bionicle уже смотрелись супер технологично и детализированно, хотя при этом очень легко собирались и, что самое главное, стоили вполне доступно. Потому что по большому счету это 6 одинаковых моделек, отличающихся только цветом, оружием и масками. Если мне не подводит память, стоили они что-то типа 300 рублей за банку, $7 по курсу 2001 года. Конечно, надо учитывать инфляцию и все такое, но в начале нулевых Bionicle были, наверное, у каждого третьего пацана, так что, видимо, стоили они и правда достаточно дешево. Вот во что надо было вкладываться. Сегодня эти старые наборы продают в зависимости от комплектации от 800 до 5000 рублей за невскрытую силдовую банку. По всей видимости, мы живем в потрясающем будущем, где вложение в Лего намного прибыльнее, чем вложение в золото, не говоря уж о нефти. Почем там сейчас баррель? Надо было канистры с биониклами скупать. Эта фирменная упаковка официально реально называется канистрой. И этот форм-фактор был еще одной взрывающей воображение особенностью, ведь эти банки имели отношение непосредственно к сюжету. Именно в этих капсулах Тоа прибывали на остров Мата-Нуи, центральную локацию первых эпизодов. Причем прибывали в разобранном виде, прямо как и сам конструктор, так что коробку от игрушки можно было использовать непосредственно для самой игры. Иногда канистры вообще нужно было запихивать в морозилку, потому что от холода на них проявлялся секретный код для использования в онлайн-играх по Bionicle. Итак, остров полный загадок, созданный Великим Духом, в честь которого местные жители и назвали эти земли. Мата-Нуи. Это место было настоящим тропическим раем, пока однажды на остров не пала тень зла, заражающая своей темной сущностью все, к чему только прикасалась. И имя этому злу было Макута.
Предсказания старейшин, известных как Турага, гласили, что остров могут спасти лишь 6 героев, которые однажды появятся на песчаных берегах Матануи. Могучие повелители стихий Тоа. Для того, чтобы усмирить обезумевших под влиянием Макуты животных, Рахи, и одолеть самого Макуту, герои должны отыскать маски силы, Канохи. Видите, важность ношения масок при неблагоприятной эпидемиологической ситуации еще в Биониклах объясняли. На первый взгляд завязка довольно простецкая, но с каждой новой серией игрушек наблюдать за сюжетом становилось все более интригующе и запутаннее. Стоит отметить, что сюжет Бионикл был размазан по всем актуальным на тот момент мультимедиа. Узнать подробности истории и познакомиться с персонажами поближе можно было, например, через онлайн-игру на официальном сайте Bionicle. Но на дворе 2001 год, я еще не очень понимаю, что такое в принципе интернет, да и игра в любом случае на английском. Но вариантов войти в курс дела была еще огромная масса. Небольшие истории в журнале Лего Самоделки, реклама по телеку в передаче КБ Легонавт. Привет, легонавты! Напоминаю вам, что это таинственное послание мы получили с острова Матануи. Кэпсы в пачках читос в конце концов. Светящийся в темноте Тазо. Вау! Без шуток, эти пластиковые кругляшки были нереально информативными. Именно оттуда я, например, узнал, что у Макуты на этом этапе истории не было даже физической формы. Он просто был частью острова и витал в воздухе. И это было реально завораживающе. Позже появились и книги, и комиксы, и мультфильмы, и полноценные видеоигры. И каждый из этих источников информации всегда предлагал новые детали лора. С одной стороны, это огромный плюс, а с другой, за всем не уследить, и из-за такого разброса нормально понять историю Bionicle в 10 лет было очень непросто. Хотя в этом тоже есть плюс, ведь незнание всех подробностей заставляло включать фантазию и додумывать сюжет самостоятельно. Но сейчас, спустя столько лет, возвращаясь к этой серии и имея доступ сразу ко всем деталькам сюжетного пазла, я просто офигел от степени проработанности этой вселенной. Я прямо открыл ее для себя заново. Местами она, может, немного и наивна, но это все равно оказалось достаточно занимательно. Так что надеюсь, что смогу заново открыть историю Bionicle и для вас. В максимально сжатом виде и простыми словами. Настолько, насколько это возможно. Потому что, если углубляться, то там можно себе мозг сломать, поверьте мне. Собственно, вернемся на остров Матануи. Он захвачен Макутой вот уже 1000 лет. Старейшины, тураги выживают как могут. Местные жители, Мотораны тоже. Так бы они все дальше и сводили концы с концами, но у одного из Моторнов по имени Такуа, слава богу, как говорится, шило в заднице. Он верил в старую сказку о 6 спасителях и не собирался просто сидеть на месте. Путешествуя по всему острову, этот чубрик разыскивает 6 магических камней, которые призывают Тоа, тех самых героев в капсулах. По наводке тураг Тоа собирают маски силы и дают нечисти отпор. Мы едины! Вода! Огонь! Земля! Воздух! Дерьмо! Причем Макута на тот момент выглядит как летающая хаотичная горстка рандомных деталей. Так что, можно сказать, у каждого любителя Лего когда-то был свой набор Макуты. Остров очищен от зла и вроде бы все супер, но поражение Макуты провоцирует новую катастрофу – план Б. Из подземных глубин по щелчку вырываются стаи бороков, которые сносят все на своем пути, превращая остров в пустыню. Насекомоподобные бороки с точки зрения экшн-фигурок были, на мой взгляд, самой крутой находкой серии. Они умели делать вот так, а еще они умели делать вот так. И их упаковка тоже была вписана в сюжет, представляя из себя соты, в которых они на протяжении веков спали и ждали своего часа. А еще они умели швыряться своими масками, кранами, которые по сути являлись их мозгом. Если крана попадала кому-нибудь на лицо, то этот кто-то терял рассудок и становился зомбарем, подвластным этой маске. У бороков был коллективный разум, как у муравьев или пчел, и контролировали все эти своры 2 матки – бараги, королевы Кадок и Гадок. Что самое интересное, бороки и бараги не были подконтрольны Макуте, они вообще были на своей волне. Они были запрограммированы на полную зачистку острова и действовали согласно своим настройкам. Но вот откуда они в принципе взялись в подземных хранилищах, это уже другой вопрос. Скажем так, остров хранит в себе много тайн, и к этому мы еще вернемся.
В общем, остановить нашествие бороков можно было только вырубив этих двух гадюк. А на их фоне Тоа выглядят как дрыщи, и логично предположить, что шансов у них нет. Но попытаться стоило, так что Тоа устроили барыгам облаву, ворвались в самое гнездо монстряк и разнесли там все к чертовой матери. Но барагам вообще по боку, ни царапинки, так что пришлось их просто посадить в энергетическую клетку. Да и хорошо, все-таки крутые наборы, жалко такие ломать. Но с ударной мощью Тоа все же перестарались, там в гнезде аж пол треснул, и все 6 упали в какую-то странную жижу. Тут им скорее повезло, чем нет, потому что жижа оказалась энергетическим протодермисом, волшебной живой водичкой, искупавшись в которой, Тоа нехило так левелапнулись и мутировали в Тоа Нува, то есть в новую волну экшн-фигурок. Основа у новых Тоа почти один в один такая же, как и у старых, только теперь они все в броне и с более навороченным оружием. Ну и с новыми масками, разумеется. Лего экономили на деталях, но пытались сделать это со вкусом. Пытались, потому что заодно с прокачанными Тоа были выпущены еще и прокачанные бороки, которых вроде только что завалили. Немного ленивенько, но, по крайней мере, Лего сами признают, что это какой-то кал. Бороки Калы — это более элитные, нереально мощные бороки, но их, в отличие от обычных бороков, всего 6. На сей раз у каждого свой осознанный разум и своя голова на плечах. Но, короче, то тоже им навешали люлей, хоть и с большим трудом, потому что параллельно у героев произошел свой небольшой местный раскол мстителей. Подцапались между собой из-за всякой фигни, позабыли свое предназначение. Пока не дуются там друг на друга, наш старый знакомый неутомимый коротышка Такуа находит еще одну легендарную маску. Маску света. И все такие: чё? Так значит, где-то есть еще и 7-й Тоа? И тут начинается первый фильм Bionicle — Маска света. Да, первый фильм. Все, что я рассказал до этого момента, как я уже отметил, было раскидано по книгам, комиксам и сайту bionicle.com. Очень жаль, конечно, что фильмы решили делать только начиная отсюда, потому что, как по мне, история с бороками смотрелась бы в формате фильмачка куда более эпично, и начать стоило бы с нее. Но вообще я не фанат фильмов по Bionicle. Здешние 3D-модельки визуально слишком уж отличаются от самих фигурок и, на мой взгляд, сильно проигрывают им. В любом случае, Макута узнает о найденной маске и начинает очковать, что скоро явится 7-й Тоа, и тогда ему уже окончательно крышка. Так что злодей отправляет из своего подземного логова 6 верных приспешников, которых он создает буквально из своей плоти. Встречайте, Ракши! А точнее, краты. Выглядят не очень угрожающе, да, но вот внутри роботов из энергопротодермиса это уже совсем другой разговор. Лего расщедрились на новые детали. Аллилуйя! Еще одна потрясающая линейка фигурок, теперь со сгибаемыми коленями. Кстати, в этот раз Лего даже для самого Макута замутили наборчик, и мы впервые увидели его физическое воплощение. Ах да, 7-й Тоа. Наш любимый коротыш Такуа, который нашел маску света, в итоге этим 7-м Тоа и оказался, надев ее и трансформировавшись в Такануву. Все знатно офигели, конечно, такого поворота, но теперь мы хотя бы в курсе, что Мотороны могут эволюционировать в нечто большее, если повезет. Так что лучше быть осторожнее с тем, кого ты обзываешь коротышкой в 5 классе. И вот теперь уже всемиром Тоа разбирают Ракши на металлолом. В прямом смысле, из запчастей от этих тварей новоиспеченный Такануву собирает себе летающий велосипед или что-то типа того и отправляется на стрелу с Макутой. Не засал и двинул на ПВП, респект таким пацанам. В общем, Макута уничтожен, а в его берлоге герои находят потайные врата на другой, более крупный и более технологичный остров — Метрунуи, который, оказывается, все это время был настоящей родиной здешних Моторонов и Турак. Ну класс, старики, пораньше об этом нельзя было сказать. И так как остров Матануи после всех перечисленных событий окончательно превратился в руины, все население решает, что жить там дальше уже как-то западло, и отправляется на новую землю — воскрешать древний великий дух. Тут на дедов нахлынивают воспоминания о том, как они сами раньше были богатырями Тоа-метру, как они со всякими пауканами воевали и о том, как они все просрали. Но Тоа-метру все равно крутые. Внушительный рост, новые пропорции, детальки, цветовые оттенки — все супер и смотрится очень свежо. Среди новых фигурок многим особенно запомнилась злодейка Рудака, которая впервые на фоне других представительниц женского пола мира Bionicle имела весьма выделяющиеся формы. Какие у вас ассоциации с роботом? Ну, очень такой женственный. Ну, так это девочка. Это девочка, есть. конечно. Девочка. Даже, я бы сказал, женщина с крупными бедрами. С красивыми формами. Да. Мне кажется, это одноклассница Дарта Вейдера такая. Легенда продолжается. В городе Метрунуи 6 новых героев спасают жителей от темных сил. В общем, деды воевали.
И все бы ничего, но эти старческие флешбеки затянутся аж на 2 года выпуска новых игрушек. Можно мы обойдемся без краткого пересказа и просто отметим, что Тоа Метро тогда жестко соснули. Хватит, мы не сможем ничего здесь сделать. Почему? Да потому что у нас батарейки сели. Возвращаемся в настоящее. Пока бывшие Тоа смаковали ностальгию, великому духу совсем поплохело. Он уже не просто наелся и спит, он медленно умирает, а вместе с ним и все вокруг. Нужно срочно искать маску жизни, которая спрятана на еще одном, другом острове Воя-Нуи. Ну, чё ж поделать, опять плыть 200 часов не пойми куда. Тут наших доблестных Тоа опережает банда Пирака. Блатные головорезы с характером, вы только зацените их кликухи. Мозг, задира, философ, на 100% эгоист, на 0% приятель. Этакий крутой ублюдок. А еще у злодеев теперь есть реальные стволы. Бэм-бэм-бэм. И эти черти не сюсюкались, это были реальные отморозки, реальные гэнгста. Кстати, слово Пирака официально считается во вселенной Бионикл крайне вульгарным. Пачка эйджлордов оказалась именно тем, чего на тот момент не хватало серии Бионикл. Дети были просто без ума от этих рыпующих зубастых бандитов. Фигурки и правда выглядят весьма внушительно. Короче, пираки приплывают на остров быстрее, чем Тоа, и, пользуясь моментом, выдают себя за Тоа. Разве не гениально? У местных, конечно, прокрадываются сомнения, все-таки как-то некультурно себя эти якобы герои ведут. Но если кому-то что-то не нравится, пираки его просто мудохают как следует. А еще не заставляют местных возводить в свою честь статуи и крепости, что, кстати, тоже превращается в наборы лего. Спустя время на остров наконец-то прибывают настоящие Тоа, и настрадавшиеся Матороны уже не верят, что они настоящие. Очень жаль, что эту арку не экранизовали. Такое-то золото. Местные жители в какой-то момент осознают, что наши Тоа вообще-то норм пацаны, но герои все равно отхватывают смачных тумаков от негодяев и оказываются в заключении, так что на их спасение посылают еще одну команду. Это наши старые знакомые коротышки. Очевидно, что они не потянут, но по дороге случается чудо сценарное. Их шарахает волшебная молния, и они трансформируются в новую линейку фигурок. Тоа Иника. Весьма спорная и проблемная серия, и дело не в новых странных прорезиненных масках или этих шарошвырятелях, снаряды от которых укатывались под диван, и их больше никто никогда не видел. Определенные детали Иника сделаны из крайне непрочного пластика, из-за чего на них часто появлялись трещины и переломы. Что характерно, эта проблема сохранится начиная с появления Иника вплоть до закрытия серии. Но будем считать, что это сюжетно оправдано, все-таки хрупкие ребятишки еще неопытные, молодые, шутливые. Они, конечно, смогли затащить, наваляли всем негодяям, но вот маску жизни, ради которой весь движ изначально был затеян, они случайно уронили в радиоактивное море. Руки-крюки. Но зато это спровоцировало новую линейку фигурок — Бионикл под водой. Наши герои теперь водолазы, они уже наваляли всем пиракам, всем брутакам, теперь пришла пора надавать лещей ракам. Баракам. Морские глубины сами по себе таят много ужасов, а тут эти ужасы еще и мутагеном пропитаны. В общем, происходит куча всякого дерьма, страсти накаляются до предела, времени уже нифига нет, хайп-трейн несется на полной скорости, великий дух вот-вот подохнет, и уже эта пресловутая маска жизни начинает терять свою силу. В следующей линейке Фантока одному из героев приходится пожертвовать собой ради воскрешения великого духа. И вот наступает кульминация, самое важное событие в истории Бионикл, которое лично мне просто снесло крышу. Великий дух Мата Нуи просыпается. А вместе с ним просыпается и его тело. Все это время, все эти приключения роботов происходили внутри другого гигантского робота. Вся крутость этого ревила в том, что все сходится, все абсолютно логично. Помните, я сказал, что остров хранит в себе много тайн? Вот она, главная тайна. Под маской острова Мата Нуи скрывалась голова огромного робота. Макута — это не просто злодей, это злокачественная опухоль, рак, который постепенно поражал главный орган. Город Метро Нуи был по сути мозгом. Захворавший робот грохнулся в океан и провалялся в коматозном состоянии долгие столетия, пока его иммунная система как могла пыталась дать болезни отпор. Матороны — это лейкоциты. Капсулы СТОА — это лекарство. Весь мир — это всего лишь человеческое тело. Бионикл.
Biological Chronicle. Биологические хроники. Сечете? Это чертова история болезни. И более того, эта история болезни принадлежит конкретному человеку, который и заварил всю эту кашу. Знакомьтесь, Кристиан Фейбер. В середине 90-х он работал арт-директором в рекламном агентстве, в которое компания Lego обратилась за помощью в создании новых игрушек и рекламы для них. Крис участвовал в разработке шарниров, придумал саму концепцию серии Bionicle и был ее главным дизайнером. Фейбер черпал вдохновение из недавно поставленного ему диагноза – рака головного мозга. Опухоль оказалась доброкачественной, но она продолжала бы расти, если бы не ежедневные уколы. Отталкиваясь от болезни, которая питала его воображение, Фейбер представлял, как с каждым уколом он отправлял небольшой отряд солдат в свое тело, которые сражались за его здоровье. Затем отдельные образы постепенно сложились в целостную картину. Bionicle. Я это не придумываю. Это цитата из книги «Кирпичик за кирпичиком. Как компания Lego переписала правила инноваций и завоевала мировую индустрию игрушек». Решил как-то вечерком бизнес-литературу почитать. Там такое откровение. Фейбер, если что, сейчас в полном порядке и жив-здоров. Я думаю, можно полноправно назвать его отцом Bionicle. Но вернемся к нашему роботу. Остров Мата-Нуи был не просто заросшим небритым личиком гиганта. При падении в океан многие системы дали сбой, и таким образом автоматически включилась маскировка. Иными словами, торчащая голова робота надела маску в виде обычного острова. И на это очень тонко намекали еще на самых первых промо-постерах в 2001-м. Помните бороков, которые были запрограммированы на полную зачистку острова? Они всего лишь были частью системы, которая при нормальном раскладе должна была расчистить маскировку перед тем, как Мата-Нуи бы снова проснулся и отправился в дальнейшее путешествие. Но не только внутри головы робота кипела жизнь. Все его тело представляло из себя огромную вселенную Моторонов, разделенную на кучу островов, часть которых так или иначе фигурировала в сюжете. И да, послать кого-нибудь в пятую точку, а точнее в южный континент, в этой вселенной можно вполне себе недвусмысленно. Мата-Нуи был своего рода ковчегом, гигантским космическим кораблем, отправленным с умирающей планеты для поиска новой подходящей среды обитания. Все Мотороны внутри него, разумеется, понятия об этом не имели. Они просто должны были заниматься своими делами и поддерживать его жизнеспособность. И вот Мата-Нуи наконец проснулся. На этом, наверное, можно было бы и завершить сюжет, но, камон, Лего нужно больше игрушек. Так что робот хоть и встал на ноги, но именно таков и был запасной план Макуты. Мы неспроста ничего о нем не слышали с тех самых пор, как 7-й ТО его знатно отлупил. Он потерял тогда физическое тело и превратился в вирусную лужицу, которая, несмотря ни на что, смогла тихонечко добраться до спящего мозжечка и засесть там в ожидании триумфа. Это был лишь вопрос времени, когда герои наконец воскресят Великого Духа. Так что Макута победил. Вся вселенная Моторонов теперь под его контролем. А разум Мата-Нуи, который тоже проснулся вместе с телом, Макута заключает в маску и отправляет куда подальше бороздить космос. Возможно, у вас к этому моменту ролика уже начал плавиться мозг, и я все это прекрасно понимаю. Так что, наверное, я дам вам возможность все это немного переварить и самостоятельно узнать, чем же все закончилось. Все-таки ролик уже нормально так и затянул. Хотя, знаете что? Нет, мы слишком далеко зашли, так что давайте-ка до победного конца, тем более, что это последний год серии Bionicle. Маска приземляется на пустынную постапокалиптическую планету, где творится что-то в духе Безумного Макса. Мата-Нуи создает себе обычное мелкое тело на основе этой маски, объединяется с местными и выясняет, что гигантского робота создали именно здесь. Здесь же завалялся еще и другой, менее крутой гигантский робот, который был первой неудачной попыткой построить гигантского робота. Мата-Нуи вселяется в этот прототип, два гигантских робота эпично бьют друг другу морду, Макута подыхает, а Мата-Нуи использует силу своей маски жизни, чтобы починить планету. И тоже подыхает. Оба робота поломаны, и Моторонам больше негде жить, так что они начинают новую жизнь на этой планете. Конец. Приблизительно как-то так. Я опустил очень много деталей всего лора, и если вас зацепило, то дальше уж как-нибудь сами разберетесь, окей? А мне пора подводить ролик к какому-то заключению. Серию Bionicle закрыли в 2010 году, на прощание выпустив простенькую и дешевую линейку Stars. Виной всему спад продаж. Порог вхождения в лор Bionicle с каждым годом становился все выше и выше, и подсаживать новую аудиторию на запутанную серию было все более проблематично. Bionicle помог Лего выжить и сильно преобразоваться, а его наследие живо по сей день. Лего с тех пор каждую свою линейку в обязательном порядке сопровождает мультфильмами, играми, комиксами и мерчем. Да что там говорить, фильм «Лего в кино» — это одна большая реклама.
Но ведь отличная реклама. В 2015-м Лего попытались перезапустить серию с более простой и понятной историей, но вышло среднячково, и второе поколение закрыли уже на следующий год. Думаю, это во многом связано с тем, что в этот раз Криса Фейбера участвовать в разработке не позвали. Но нужно ли Биониклу вообще официальное продолжение? Сегодня эта легенда продолжает жить благодаря фанатам, которые все с такой же страстью мастерят потрясающие самоделки, строят теории на форумах и в группах в соцсетях, клепают мемчики и даже создают полноценные видеоигры. Да и сам Крис Фейбер по сей день, спустя десятилетия после закрытия линейки, продолжает активно участвовать в жизни фандома. И тизерить у себя в Инстаграме нечто странное. Типа, это буква B или это цифра 3? Не, ну вообще я не против. В начале времен к золотистому берегу загадочного острова Мата-Нуи прибило 6 контейнеров. Так родились могущественные легендарные герои. Со временем они изменились, обретя удивительное оружие, маски, доспехи и новую силу, более мощную, чем когда-либо. Что за пиздец? Я хотел конструктор, а не социальные конструкты. Можно нам нормальное третье поколение биониклов? Bionicle of War 3? Ладно, нельзя так нельзя.